Добрый день, уважаемые зрители. Я юрист Валерий Табаков. Сегодняшний выпуск, 27 декабря 2025 года, я сфокусирую на обзоре свежих новостей из Украины. Мы поговорим о массированной атаке России на Киев, подготовке к встрече президента Зеленского с Дональдом Трампом, а также о ситуации на фронте. Эти события не только геополитические, но и имеют серьезные юридические последствия от нарушений норм международного гуманитарного права до перспектив мирных переговоров. Давайте по порядку. Сначала о главном событии дня. Россия провела масштабную атаку на Киев и другие регионы Украины. По данным украинских властей, было запущено около 500 дронов и 40 ракет, включая гиперзвуковые кинжалы. Удары пришлись по жилым кварталам, энергетической инфраструктуре и гражданским объектам. В результате погиб один человек, ранены десятки, включая детей, а треть Киева осталась без отопления и электричества в разгар зимы. Это не просто военная операция, это прямое нарушение Женевских конвенций, которые запрещают атаки на гражданское население и инфраструктуру, необходимую для выживания. Как юрист я вижу здесь признаки военных преступлений, которые должны быть расследованы Международным уголовным судом. Посмотрим кадры последствий ударов по жилым домам в Киеве, пожар в многоэтажке, работа спасателей. На п'ятому поверсі пара вхопила чоловік, не знаємо, чи живий, а жінку забрали швидка. Ми бачимо, що всі удари четвертої ранку сьогодні були направлені саме по столиці та околицям міста Києва. І більшість БПЛА і більшість обстрілів саме приходилось на житлову інфраструктуру. Тобто, якщо, наприклад, це перший раз, коли стільки дронів саме попали по центру міста, Атака произошла всего за часы до запланированной встречи Зеленского с Трампом во Флориде. И это не случайность. Москва явно пытается усилить давление перед переговорами. Зеленский заявил, что 20-пунктный мирный план почти готов. Он включает демилитаризованные зоны, территориальные компромиссы, гарантии безопасности для Украины и, возможно, нейтральный статус. С юридической точки зрения, любой мирный договор должен соответствовать нормам ООН и учитывать суверенитет Украины. Трамп, как новый президент США, может сыграть ключевую роль, но важно, чтобы план не игнорировал оккупированные территории – Крым, Донбасс. Если Россия откажется от компромиссов, это может привести к эскалации, включая новые санкции и даже вовлечение НАТО. Посмотрим репортаж о подготовке к встрече
Зеленского с Трампом и деталях 20-пунктного плана. President Zelensky says he will sit down soon with President Trump to discuss the progress that has been made in recent weeks. There is one report in Axios today saying the two men will meet this coming Sunday at Mr. Trump's home in Florida, Mar-a-Lago. In a post on social media this morning, Mr. Zelensky said, "We're not losing a single day. We have agreed on a meeting at the highest level with President Trump in the near future. A lot can be decided before the new year. Glory to Ukraine." Well, in his Christmas Day message, the Ukrainian president told his country there were new ideas being discussed. Some documents are already prepared. As I see it, they are nearly ready, and some documents are fully prepared. Of course, there is still work to be done on sensitive issues. But together with the American team, we understand how to put it all in place. Well, a short time ago, I spoke to us correspondent in Kyiv, Samira Hussein, about what progress has been made in these negotiations. Теперь о ситуации на фронте. Российские силы продвигаются в нескольких направлениях. В Запорожской области они взяли под контроль поселок Косовцево и приближаются к полному, так сказать, освобождению, в кавычках, Гуляйполя. На Сумском направлении тактические успехи россиян и отбитые атаки. С украинской стороны захват российского солдата бразильским добровольцем в ВСУ и рост производства боеприпасов. Бои подчеркивают затяжной характер конфликта, юридически оккупация территорий нарушает устав ООН, и Украина имеет право на самооборону по статье 51. Но без сильных гарантий безопасности в мирном плане такие действия могут продолжаться годами, усугубляя гуманитарный кризис. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Совкова. Говорить будем вот о чем. 100 групп российской армии штурмует Гуляйполе, заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин 25 декабря. Агрессор также пытается прорваться к центру Гуляйполя, а на его окрестности завести группы, чтобы там закрепиться, добавил он. Помимо этого, по Гуляйполю противник наносит авиаудары с помощью корректируемых авиационных бомб. Ежедневно, по словам Волошина, в городе фиксируют 20-25 кабов ежедневно. Далее цитата. Враг пытается уничтожить этот населенный пункт, уничтожить здание, уничтожить все, что там есть, стереть его с лица земли. Это касается и населенных пунктов, которые вблизи него, добавил Волошин. На карте Deep State в красной зоне пребывает восточная часть города, под контролем ВСУ западная часть, ну а центр в серой зоне, как мы сейчас вот можем наблюдать по карте. Минувшие сутки на Гуляйпольском направлении, согласно Генштабу ВСУ, противник атаковал 21 раз. Так что сегодня мы поговорим, чем грозит возможная потеря Гуляйполя, куда планирует армия РФ продвигаться дальше на Гуляйпольском направлении и сколько пленных остается на Рождество в заложниках РФ. Теперь посмотрим кадры захвата российского солдата военнослужащим ВСУ из Бразилии. Quieto. Calma, quantos? Quantos acá? Quantos? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quantos? И, наконец, кадры изготовления боеприпасов промышленностью Украины.
Друзья, эти события показывают, что война далека от завершения, но переговоры Зеленского и Трампа – это шанс на прорыв. Как юрист я призываю стороны соблюдать международное право и фокусироваться на защите гражданских. Если встреча Зеленского и Трампа принесет реальные гарантии, это может стать поворотным моментом. Следите за обновлениями и помните, мир возможен только через справедливость. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые обзоры. С вами был юрист Валерий Табаков.